Бюджетный мини-ПК на AMD Ryzen 5 6600H, еще и на LPDDR5, и все это за $200, за 209 вообще на момент съемки этого видео. Насколько это реально? Да, реально, мини-ПК получился хороший, не скажу, что отличный, свои нюансы тут тоже имеются, но это достойный вариант, при том, что за такую цену. Конечно, мы потом посмотрим на распаковке его интерфейсы, его там возможности, полностью потестируем, посмотрим, во что можно поиграть. И вот хочу вам сказать сразу про плюсы и минусы. Плюс это, конечно же, технологичность. Технологичность в плане того, что неплохой процессор за эти деньги и LPDDR5 двухканальная на 16 гигабайт. А почему я обозначил сразу полную емкость? Потому что расширить вы ее не сможете. Она у нас распаяна на плате, хотя SSD можно добавить. Да, здесь два SSD, возможно, NVMe формата, одна 2280, другая немножечко меньше, не помню, я не помню какого конкретно типа размера, на распаковке все увидите. Но в целом интересное решение. И интересно оно настолько тем, что сделали китайцы. Хитрецы еще те, как они смогли добиться такой цены. Это по сути AMD Ryzen 5 6600H. Вы такие, что значит по сути? По сути это значит, здесь взяли партию инженерных процессоров, то есть простой процессор идет до 4,5 ГГц, а этот номинально идет до 4,2, зарезана чуть частота, но в принципе пробивается где-то на максимуме на 4,33 ГГц. В принципе. Очень неплохо работает, стабильно, можно работать практически во всех приложениях, можно даже попробовать рендерить видео, потому что здесь все-таки неплохая графика, и это у нас Zen 3.5, Zen 3.5, как называют, или Zen 3 Plus вообще, Zen 3 Plus платформа. Фотошопы, джимпы, работа с офисом и даже незатейливые игры. Короче, ребят, переходим сейчас с вами. Распаковываем, смотрим, сколько стоит, тестируем и делаем выводы. Но перед этим, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчики. Ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. И на канале Технозон. Поехали. Технозон. Давайте посмотрим на то, что есть на данном мини-ПК. Мы видим, у нас есть разъем питания, отверстие для охлаждения, здесь диффузоры забора, здесь выброса воздуха, HDMI 1, у нас HDMI 2 и через USB-C можно вывести еще третий монитор. LAN G45 на 2,5 гигабита, вывод для звука, 2 USB вот таких вот формата стандарта 3.0 и спереди еще 2 USB с пометкой SS, это Super Speed. Это значит, они как минимум 5 гигабитные. Больше ничего такого нету. Спереди экранчик, кнопочка. Сзади... мы можем вешать это все на, допустим, на какие-то метизы. И плюс есть крепления. Сейчас посмотрим, что у нас есть в комплекте. Эти крепления для того, чтобы закрепиться за монитор. Да, они у нас таковые есть. То есть есть у нас еще в комплекте HDMI, конечно, на который не стоит обращать внимание. То есть у нас есть вот такое вот еще крепление. То есть либо оно подвешивается... Не так. Вот, смотрите. Можем вот так вот закрепиться, подвеситься куда-то. Понятно? То есть либо таким образом, либо таким образом. То есть отлично. За это огромное спасибо. Хорошо, что оно есть. По блоку питания. Блок питания комплектный у нас вот такого вот формата. То есть он маленький, нет отдельного большого блока. Он у нас на 65 Вт, 19 вольт, 342 ампера, как на какой-то ноутбук. Хочу разобрать, посмотреть на предмет обновлений, имеется в виду на предмет апгрейда, насколько его можно апгрейднуть и что там интересного есть. Так, снимаем ножки. Ножки, кстати, прилепили от души. Так, есть. Открываем крышечку и видим, ух ты, смотрите, легкий доступ. Легкий доступ очень. Так, по диску. Гуджа, ну это такой бюджетный Китай, но не самый плохой, я вам скажу. Это неплохой Китай. Диск я бы сразу, Wi-Fi я бы сразу апдейтил на AX200, потому что 201 уже сюда не пойдет. Вот это можно заапдейтить, можно его выкинуть нафиг. И поставить сюда еще один диск, только чуть меньшего типа размера. То есть вообще отлично. Вот они здесь прям показывают, что здесь 66, 2.0. А вот по памяти интересный момент. Память распаяна на плате. Сразу говорю, и апдейтить ее нельзя. То есть
У нас это конкретно 16-гиговый вариант, поэтому там и не предлагались другие. Снять нормально плату, к сожалению, без тотального разбора нельзя. Но есть как есть. В принципе, чего мы ожидали за $200, да, по факту. LPDDR5 с отдельными плашками так не бывает. Давайте так, я его собираю и будем уже переходить тестировать. А вообще интересно, да, $200 это именно, знаете, без SSD-шника. Если хотите 256 гигабайт, это уже будет 250, если хотите 512, это будет 283. Но за $210 вы гарантированно получаете 16 гигов DDR5, да, и будет у нас без SSD. SSD сами сделаете. Скажем, не сделайте, а загрузите, установите. Но они, вот есть такое предупреждение, что когда вы увидите, что процессор показывается как 100-60560-40, то конкретную версию CPU вы можете проверить на AMD официальном сайте. Это именно то, о чем я говорил, что это инженерные процы. То есть они здесь заявляют, что у нас 6 ядер, 12 потоков, 3,3 ГГц до 4,5 и TDP 45 Вт. Но мы проверим, сколько максимально мы ГГц получали. Wi-Fi 6. Ну, здесь понаписывали еще 45 Вт TDP. Ну, короче, посмотрим. Давайте посмотрим основные хайлайты. Это R6620HES. Хорошее охлаждение, 3 дисплея поддерживает, 6400 МГц память, ну 2,5 гигабитный порт и USB-C 4. Вот, кстати, вот, понимаете, вот реально охренительное сочетание. USB-C 4, 2,5 гигабит. Для работы вообще шикарно. Zen 3 Plus архитектура. Дальше у нас 6 ядер, 12 потоков, 4... вот здесь уже показывают 4.2 Turbo Frequency. Не 4.5, а 4.2, потому что я знаю, я уже тестировал. Меня заинтересовало вот это вот 4.5, 4.2. Хорошо. 1900 МГц шестиядерная видеокарта 660M. Сразу говорю, не для 3A игр. Вот они пишут, что 3A игры. Ну нет. Нет, нет и нет. 3A игры забудьте. Не будет здесь работать нормально. То есть 780M это минимум, что нужно для 3A игр. Минимум. Это если брать именно минималку. Ну пишут LPDDR 6400. Да ладно, но она в двухканале работает. И Wi-Fi 6. Для чего они пишут вот этот вот 9,6 гигабит? Для чего? Он и так хороший, этот мини-ПК. Зачем вот это расписывать несуществующие какие-то характеристики? 1/40 шума от стационарника. И тут они прям пишут, что прям столько у нас преимуществ. Но это все мелочи. Подходит для работы, для презентаций, для монтажа видео. Блин, пожалуйста, сейчас оценим. Все, ребят, я готов пройти дальше на тесты, но перед этим давайте посмотрим, что же это у нас за процессор Ryzen 5 6600H. С чем его можно сравнить? У нас здесь есть действительно Rembrandt H Zen 3 Plus. 6 ядер, 12 потоков, хотя написано 4,5 ГГц, но это инженерный образец 4,2 ГГц. 16 мегабайт кэш третьего уровня, 6-нанометровый. Рабочая температура, максимальная температура ядра 95 градусов. Сокет FP7. Ну, инструкции нас не сильно интересуют. Нас интересует, да, графика Radeon 660. И в бенчмарках, если, допустим, сравнивать с процессорами, самые ближайшие конкуренты, то это он обходит Core Ultra 5 238V, Ryzen 5 8540U, кстати. И он почти доходит до Ryzen 7 Pro 7735U и Ryzen Z1. Core i7, ну Core i7 я вам сейчас покажу по тестам. Все, ребят, интересная информация, но мы с вами уже на компьютере. Если брать по бенчмарку сразу, вот я когда Core i7 сказал, то этот проектор вообще, этот процессор тютелька в тютельку Core i7 8700K. Вот он, пожалуйста. Если брать уже там, допустим, Ryzen 5600, то он отстает. Ну, все, что выше, уже интереснее. Core i7 5960X, который он отстает во всех моментах. Core i7 8700, это вот... стоп, я его не выбрал, извиняюсь. Вот он. Это прям тютелька в тютельку. 6 ядер, 12 потоков и вот приблизительно его производительность. Если брать уже Ryzen 7 2700K, то он в многоядерном, конечно же, опережает, потому что у него, во-первых, ядер больше и потоков больше. Но по самому процессору мы видим, да, действительно 16 мегабайт кэш третьего уровня. Сама плата
у нас на PCI-Express 4 и есть у нас, смотрите, 4 по 32 бит, это двухканал в 64-битной архитектуре, либо 4-канал в 32-битной архитектуре. Имеется в виду, что фактически он делится на субканалы. LPDDR5 16 гигабайт, хорошо. Ну и по графике мы видим вот в GPU-Z, что это AMD Radeon Graphics 6-нанометровый, ширина шины 128 бит. Выделено сейчас 2 гигабайта оперативной памяти, но она динамическая, в принципе, тут удивляться не стоит. По диску NVMe диск 2.029 прямого чтения, 1.6 гигабит, 1641 мегабайт прямой записи, очень неплохо для PCI-Express 3. Почему вы спросите PCI-Express 3? Потому что он здесь конкретно стоит. PCI-Express 3 X4 на PCI-Express 3 X4 шине. Хотя шина в самой материнке заявлена как PCI-Express 4. Тот диск, который здесь стоит изначально 512 гигабайт, я брал NVMe Express 1.3 с тримом, с кэшем волатильной записи, само собой с поддержкой смарта. Температуру, в принципе, он не показывает, сколько бы тестов я не проводил, он просто ее не будет показывать. Показывает какие-то базовые 54 градуса. А вот по PCMark вообще все интересно. Очень быстрый, классный компьютер. Объясню. Для веб-браузинга он подходит идеально, 11991 балл. Это означает, что вы можете браузить во всем. Shop View Image 60 FPS, анимированные объекты на страничках 134 FPS, видео до 4К. Теперь давайте все, допустим, функции по работе с камерой или, допустим, видеоконференц-связи абсолютно идеально работающие. По Face Detect, по привату, по многолицевой связи. Ну и, конечно же, по старту приложений. Тут идеально. А вот по работе допустим, с фото, да, работайте с фото. Редактируйте. Photoshop, GIMP, он будет работать отлично. По рендерингу видео рендерить можно, а вот на лету тоже можно что-то помонтировать, например, какие-то Full HD пресеты в 24 кадрах, потому что он на лету он дает 27-56 FPS. Либо вы можете здесь монтировать видео с использованием прокси. Можно монтажом заниматься, но с прокси, если хотите монтировать, например, Full HD плюс какой-нибудь, имеется в виду там плюс в плане Mbps, да, там какой-то огроменный, либо 4К даже можно монтировать, вообще не вопрос. По работе с документами, написание документов вообще мега идеально, там все, допустим, в районе 1 от 0,4, от 0,2, да, 0,2 секунды до по рекалькуляции до 2 секунд. При том, что Recalculate Monte-Carlo, это имеется в виду сейчас таблицы, да, табличные процессоры, 2,8 секунд. Это отличный показатель на N100, на N150, там будет как минимум 30-90 секунд. И по частотам. В серии тестов он достигал 4333, 4327 и максимально 4339. То есть он даже больше, чем 4,2 ГГц. А по температурам, средние температуры были 68-70, пиковые до 82-83. Вот даже где-то здесь 87 при максимальных 95. Но это были пиковые. Показываю всю правду. При этом я по температурам считаю, ничего критичного нет. То есть он все-таки работал на 100% своей загрузки. Ребят, мини-ПК мощный. И можно, допустим, полноценно работать, полноценно смотреть какой-то контент. Ну вот смотрите, мое видео, вот оно в 4К. Давайте посмотрим на декодирование. Давайте это сейчас заблокируем. Давайте посмотрим на декодирование. Выбираем 4К 60 FPS. Раскрыли. Давайте статистику для сисадминов. 4К 60 FPS без дропов фактически. И вы можете здесь смотреть все, что вам угодно, с очень неплохим качеством. А то же самое вы можете здесь наоткрывать каких-то, допустим, страничек, давайте там новостные, при этом оно будет воспроизводиться, слушать музыку и огромное количество вкладок. Хотите, добавьте памяти. Добавьте памяти, будет вам счастье, скажем так. Давайте проверим сейчас с вами тесты сети. Видите, у нас AMD Ink Sample, это то, что они писали, то есть это инженерный образец до 4,2 ГГц по факту. Стоит Windows 11 Pro 24H2. И давайте посмотрим в диспетчере устройств, что у нас еще. Мне интересен, допустим, сетевой интерфейс, сетевые адаптеры. Какие-то не системные устройства мне не интересны. Мне интересны системные адаптеры. Realtek 82BE, Wi-Fi 6, 8252BE, ладно. Процессоры
как мы видим, да, 6 потоков, 12 ядер. Видеоадаптер, ну, MDR Graphics и дисковое устройство GV512-2280 размер сразу угадывается. Проверяем Wi-Fi 6 5 ГГц, стартуем и посмотрим, что получается. Очень хорошие показатели Wi-Fi. Я вам сразу говорю, 1.4, 1.5, смотрите, 1500 мегабит. Для мини-ПК очень неплохо. Wi-Fi 6 работает. Сейчас проверим с вами. А это что? А это у нас LAN. Извините, это у нас LAN. Я чуть-чуть не то, я перепутал сейчас Wi-Fi. Это не Wi-Fi это. Вот, хорошие показатели для LAN, то есть здесь чистый 2,5 гигабитный порт, с учетом того, что наш сервер еще пишет видео одновременно, конечно же, на полную он не отдает. Сейчас отключаем от него LAN-порт, ждем реконнекта. Ну, смотрим. Давайте переключимся на 160 мегагерцовую сеть. Есть, подключено. Смотрим Connect, какой у нас 1200 на 1200. Ну, к сожалению, это не Intel N2, не Intel BE200 и не Intel AX200. Wi-Fi 5 ГГц показывает у нас 500 на загрузку. Для мультимедиа более чем достаточно. Давайте 500, 509 на загрузку и 480-500 на выгрузку. 600 почти. Это нормально. Это нормально. Сейчас 2.4 еще проверим. 628 на выгрузку. Так, 2.4 подключили. Рестартуем тест тот же самый. И смотрим, что у нас получится. 160, 180, 200 мегабит. Это очень хороший результат для 2,4 ГГц. Действительно хороший. 190 на 170 мегабит, на 186 даже. Очень даже прилично. Конечно же, должны мы проверить на то, как он работает с офисом. То, что там тесты показывают, мы делаем свой рекалькулейт Монте-Карло, скажем так. То есть, что мы делаем? Я создаю обычно там, одну текстовую ячейку, одну именно ячейку простую цифровую, потом вторую с каким-нибудь маленьким математическим действием, третью я суммирую первую, вторую, потом мы можем его там как-то там разделить на какие-то три и еще там делать с какой-то функцией, там, например, давайте там SQR какой-нибудь сделаем, SQR, вот этой вот штуки. И казалось бы, незатейливые какие-то несколько ячеек, но они максимально грузанут мини-ПК, если вы попробуете их растянуть, например, на пару тысяч, на пару сотен строк в одну сторону и на 1000-1500 строк вниз, именно растянуть. Потому что если просто копировать, то он переносит значение, а потом уже пересчитывает, когда вы обращаетесь. Когда вы делаете вот такую вот штуку, он либо зависнет, либо, пускай он минуту крутит, но он их пересчитает. Он просто делает как? Переносит каждую ячеечку, а их тут, извините меня, сейчас 1523 на BZ, ну, грубо говоря, на несколько сотен. И мы получаем с вами огромное количество цифр. Огромное именно чисел, не цифр, а чисел. Именно ячеек, в которых нужно пересчитать. И это именно хороший показатель. Может ли мини-ПК справиться или нет? Если справится, то на нем работать с таблицами можно. Это вот наш тест. Попробуйте на своем слабеньком мини-ПК такое сделать. И вот мы видим, пожалуйста, он справился. Это было долго. Это было порядка 1,5 минут, но это тяжелый тест для мини-ПК. И получается, что мы на текущий момент имеем возможность работать, возможность редактировать какое-то видео, работать с документами, видеоконференц-связь, соцсети и с просмотра контента. Но что с играми? И вот мы уже с вами в танчиках. Сразу говорю, это высокие настройки. То есть, если пойти в настройки и посмотреть по графике, то это высокие настройки графики. И тут танкисты действительно словят кайф, потому что там 57, 56, 55 FPS на высоких настроечках. Поставили среднее, получили 80. Поставили низкие, получили под 100. Играй не хочу. Вот в такие игры, пожалуйста, играть можно. Особо никаких вопросов у вас не будет. И для танкистов вполне можно использовать такие мини-ПК. Джудея упал чуть-чуть. Еще раз упал чуть-чуть, уже там и ХП чуть-чуть полезло вниз, но куда-то стрельнуть хотя бы разочек надо. Ой, в меня попали, давайте
пам, и мы ему гусеницу, короче, сбили. Все. Мы вот такие вот молодцы. Все, нас тоже сбили, мы вот такие вот танкисты. Либо поиграть во что-нибудь по типу Диабло. Пожалуйста, играй, не хочу. То есть у вас тут не будет ни фризов, ничего подобного. Поэтому такого типа игр, там, близзардовские вообще в основном все не очень требовательны. Но AAA проекты, говорю сразу, откидывайте эту затею. Не берите его для Counter-Strike. Вы в любом случае можете столкнуться с тем, что у вас будут профризовки даже на каких-то минимальных именно настройках. Давайте вот еще здесь разберемся с какой-то там шайкой-лейкой всяких тут, ах ты ж, неподобных каких-то существ. Ну, либо такие тайтлы, как Hearthstone, другие карточные игры, либо какая-то незатейливая стратегия по типу StarCraft, StarCraft 2 здесь будут тоже работать отлично. В частности, я играю на нем в Hearthstone. И вы по моим картам, наверное, понимаете, ну, сейчас тут по моему герою, наверное, поймете, что зависаю я в него так конкретно. Так что мы пока чуть-чуть поиграем в Hearthstone, а потом, давайте так, переходим, делаем выводы, а я пока поиграю в Hearthstone. Все. В качестве выводов скажу, неплох мини-ПК, неплох. Меня расстроило то, что я не могу апгрейднуть память. Для меня важно, чтобы было минимум 32 гигабайта, вообще лучше 64, хотя для тех, скажем так, для того объема работ, который в принципе возможен на этом мини-ПК, то 16 гигабайт хватит еще на очень долго. Насколько ремонтно пригодно, тут уже вопрос такой себе, хотя должно быть в принципе нормально. Не так уж и ломается эти мини-ПК, как многие думают. Это GMTech все-таки. Так что, ребят, рекомендую, да, рекомендую, но с учетом моих замечаний. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.